23 февраля, в 77-летнюю годовщину депортации чеченцев и ингушей, Рамзан Кадыров обратился к народу. Правда, не сам, а устами своего спикера Магомеда Даудова. «Уважаемые соотечественники, сегодня одна из самых трагических и печальных дат в истории чеченского народа», вещал Даудов, стоя под снегопадом в центре Грозного перед строем российских военных чеченского происхождения с погонами. Вышло действительно символично. Солдаты той же армии, тогда советской, выгоняли чеченцев из жилищ по снегу в вагоны для скота 77 лет назад. Но траур трауром, а кто-то должен выполнять приказ Кадырова о праздновании Дня защитника Отечества. Это бремя сам российский ставленник взял на себя. В дубайском отеле под пение живого Стаса Михайлова, выписанного почтой для вечеринки, в компании 21-летней инстадивы Евы Кончельскис Кадыров отмечал 23 февраля. Как говорится, и нашим, и вашим. Издание «Новая газета» документально подтвердило более 3 десятков внесудебных казней в Чеченской Республике. Их жертвами стали местные жители, схваченные силовиками в 2016-17 годах. Облаву связывают с нападением на полицейский пост, якобы искали виновных. Арестованных незаконно удерживали на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. 27 человек из группы задержанных расстреляли ночью 26 января 2017 года. Репортеры «Новой газеты» неоднократно обращались в Следственный комитет, но ведомство официально отказалось расследовать массовую казнь. Теперь издание обнародовало внутренние полицейские документы. В списках задержанных оказались все те, кто, по данным журналистов, был казнен в секретной тюрьме. Руководитель комитета против пыток, правозащитник Игорь Каляпин, полагает, что обнародование известной информации о массовом расстреле еще в 2017 году привлекло внимание общественности и позволило избежать подобных расправ над жителями республики в дальнейшем. Однако Каляпин отметил тягу Кадырова к все большим репрессиям. Рамзан Ахматович, очевидно, считает, что запугивание, страх, террор – это универсальное лекарство от любых болезней, которые только могут быть. При помощи запугивания и террора он борется с любой напастью. В немецком городе Кобленц суд приговорил к 4,5 годам тюремного заключения бывшего сотрудника спецслужб Сирии. Ранее подсудимый попросил политического убежища в Германии. Эйяд А, так его обозначает пресса, признан виновным в преступлениях против человечности. Наблюдатели назвали это историческим прецедентом. Впервые в судебном заседании было установлено и доказано, что правительство Асада совершает преступления против мирного населения своей страны, в том числе пытки, похищение и убийство гражданских лиц. Были заслушаны свидетельства и экспертные оценки. Суд также рассмотрел документы и пришел к выводу, что режим Асада в промышленных масштабах пытает и устрашает людей. Незаконные физические расправы становятся местью противникам режима и несогласным. По мнению экспертов, данные и выводы, полученные на процессе, могут лечь в основу принципа, по которому, согласно международному уголовному праву, будут рассматриваться в дальнейшем дела военных преступников из Сирии. Правозащитная организация Amnesty International лишила российского оппозиционного политика Алексея Навального статуса узника совести. Статус был присвоен ему правозащитниками 17 января. Тогда прилетевшего из Германии Навального арестовали прямо в аэропорту. Позже суд в Москве отправил его в колонию на 2,5 года. Глава российского представительства Amnesty International Наталья Звягина объяснила, что узник совести не должен пропагандировать ненависть в отношении различных групп, например, мигрантов. Между тем, организация нашла высказывания Навального середины 2000-х годов и расценила их как хейт-спич. Навальный выступал за насилие и дискриминацию, утверждают представители Amnesty International. В 2000-х оппозиционер открыто придерживался националистических взглядов и идей. Он ходил на русские марши и основал национал-демократическое движение «Народ». От своих прежних утверждений Навальный ни разу публично не отказывался. Звягина отметила, что отказ от недопустимых высказываний – это серьезный момент, который позволит пересмотреть ситуацию. Впрочем, Amnesty International все еще призывает немедленно освободить Навального, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам. Фонд «Общественный вердикт» распространил видеозаписи пыток заключенных работниками Ярославской исправительной колонии ИК-1. Один из них после пыток скончался. Видео относится к 2017 году, но, по данным общественников, насильственная смерть не расследовалась, дело по факту преступления не возбуждалось. Фигурант другого ролика 5-летней давности выжил. Он сотрудничает с правозащитниками, однако сохраняет инкогнито. Во время обыска, рассказал мужчина, сотрудники УФСИН разбросали его вещи на полу. Он возмутился, потому что среди
среди них был Коран. Как отмечают адвокаты граждан мусульманского вероисповедания, священные для верующих вещи часто пачкают, топчут, разбивают и ломают работники тюрем, чтобы сломать и унизить заключенного. Гонениям подвергаются и христиане. Охрана может бросить на пол и растоптать Библию. После обыска мужчину завели в комнату с партами, раздели, насильно положили на стол лицом вниз и жестоко избили дубинками. Истязания длились несколько минут. За последние годы из Ярославской ИК-1 просочились около десятка подобных видео. По их следам возбуждены 5 уголовных дел. До суда дошли не все. Следствие ссылается на невозможность установить личности палачей, хотя все они отлично видны на роликах. Зачастую Следственный комитет и вовсе не реагирует на жалобы о пытках в колониях.